Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 21 февраля, вторник. И сегодня мы поговорим о трех вопросах, которые сегодня освещались в средствах массовой информации. Это, так, чисто хронологически, речь Путина, затем выступление Байдена в Варшаве и, наконец, китайский угол. Начнем, и все они вместе с собой связаны, естественно. Начнем с выступления Путина. Ну, общее впечатление, 1:45, и это в основном было, во всяком случае, в том, что касается внешнеполитического раздела этого выступления, это нудное, унылое нытье в стиле Шарикова, которого, помните, эпизод, его поймали практически за руку о том, что он червонец, на том, что он червонец стащил, а он тупо орет в ответ: нет, это Зинка украла. Так и в этом случае. Это нытье о том, что на него, на Россию, напала Америка, НАТО напала руками Украины, и теперь России грозит уничтожение русского народа, уничтожение. И это чуть ли не священная война, и надо сопротивляться, и не виноватая я, он сам ко мне пришел. Я вот слушал это, вернее, как я его даже не слушал, я его читал по ленте. И главный вопрос у него, то есть у меня возникал: вот на кого это все рассчитано? Неужели он серьезно думает, что любой здравомыслящий человек, у которого, ну, хотя бы в рамках средней школы российской развито логическое мышление, неужели он может во все это поверить? Вот я не могу в это поверить. У меня такое впечатление устойчивое, практически уверенность, что это рассчитано на гопников, на вату, что, в общем-то, одно и то же. Поэтому вот Путин – это и есть президент ваты. Что касается внешнего, так сказать, фронта, противников Путина, как он сейчас называет, бывших партнеров, то есть страны Запада, я так представляю, они должны быть в замешательстве. Потому что, ну как можно вообще разговаривать с этим человеком, у которого совершенно все перевернуто? Если он не верит в то, что он говорит, он просто наглый, скотина и лжец. Ну, нельзя так вот грубо, долго и так тупо все это перевирать. Если он верит в это, он просто идиот, с которым невозможно вести никакие переговоры, вообще невозможно вести дел. Поэтому единственное, что можно с ним сделать и нужно, это задавить его вообще, чтобы его не существовало, потому что с ним жить на одной земле получается невозможно. Единственный по существу важный вопрос, с моей точки зрения, который Путин затронул, это приостановление членства Российской Федерации в договоре о ограничении стратегических наступательных вооружений. Это договор 2000 года, который потом продлевался. И его распоряжение Министерству обороны и другим заинтересованным причастным ведомствам подготовиться к возможным ядерным испытаниям. Ну, начнем с первого. Главное, о чем идет речь вот в приостановлении членства или участия Российской Федерации в договоре о сокращении СНВ. То есть первым делом будут вот на этом основании формальном теперь запрещены визиты западных, прежде всего американских инспекторов в Россию на вот эти самые места дислокации этих ракет, бомб, это если речь идет о авиации, и там базирование подводных лодок. По существу их не пускали, то есть американских инспекторов и натовских инспекторов, на эти места дислокации для проверки с 2020 года. И вот теперь, значит, Путин делает это формально. Я убежден практически. Почему он это делает? Потому что ему нечего показать. Россия, Путин, Кремль боятся, что придут
прибудут туда инспектора и обнаружат там ржавый хлам вместо ядерных боеголовок и вместо их носителей. Это вот продолжение того вопроса, который мы с вами обсуждали достаточно подробно в прошлый раз и до этого, о том, что ядерный щит Путина – это в значительной степени фейк. Это орудие шантажа, блефа, на которое нужно поменьше обращать внимание. То есть совсем обращать внимание нельзя, потому что с Россией нужно планировать отношения по худшему варианту, но надо иметь в виду, что это блеф, и не надо поддаваться ему на 100%, надо его желательно, то есть быть готовым дать отпор, если понадобится, но в практической деятельности в игнор его и оказывать помощь Украине по полной программе и брать курс на решительную победу. И вот, наконец-то, я не знаю, это совпадение, но так получилось. Наши с вами тут обсуждения, статья Bild, потом мрачное обсуждение этого вопроса у Скобеевой, где вывод был такой: как жаль, что западные лидеры пользуются вот такой, с позволения сказать, аналитикой, имелась в виду статья в Bild, и как неправильно они поступят, если этому поверят. Но, видимо, в Москве поверили, что они поверят, потому и буквально через день, что ли, через день, через два, и приняли это судьбоносное решение. То есть Путин решил прикрыть свой блеф очень просто, закрыв к нему доступ западных наблюдателей, чтобы они не увидели это собственными глазами. С практической точки зрения, значит, что это означает? Ну, я думаю, что американцы подождут, то есть вообще такого положения в самом договоре о том, что можно приостановить в нем членство или участие на какое-то время, его нет. Это то, что задекларировал Путин, это противоречит договору, потому что нет там такого. Американцы, я думаю, подождут немножко, может, месяца 3-4, может быть, 5. Потом возьмут и выйдут из этого, потому что, какой смысл пребывать в договоре самому, если вторая сторона в нарушении этого договора приостановила свое членство на неопределенный, а значит, бесконечный срок. Что получается дальше? А дальше у американцев есть огромное количество этих ядерных боеголовок на складе, а в России их нет. И после выхода из этого договора, через месяц, 2-3, американцы в течение месяца-двух могут увеличить свое количество ядерных боеголовок раза в 2, а то и в 3, а то и в 3,5. Сейчас, напомню, согласно этому договору, потолок для этих боеголовок, установленных на 3 видах носителей: наземного, подводного, воздушного, 1550. То есть американцы могут легко это довести, умножить в 3 раза, а у России этого нет. Вот будет практический результат этого искрометного, я бы сказал, решения Путина. Как всегда, Путин всех переиграл. Ну и дальше. Значит, я вам рассказывал, что в прошлом году Пентагон получил примерно $1 триллион на модернизацию всей ядерной триады, которую он будет осуществлять то ли 3, то ли 5 лет, сейчас не помню, но это не важно. Короче говоря, только на модернизацию вот этих 3 видов ядерных сил будет потрачена гигантская сумма, $1 триллион. У России весь бюджет, который покрывает не только ядерные силы, но и вообще все, и конвенциональные тоже, где-то примерно 65 миллиардов. То есть, выйдя из этого договора по СНВ, американцы рванут ввысь невиданными темпами, и путинская Раша остается или просто перед лицом страшной опасности. Не как опасности, это с ее точки зрения будет опасность. У них же в голове, что их хотят все уничтожить и захватить. Но силы будут совершенно несоизмеримы по сравнению с тем, как они сейчас. А сейчас каждая сторона примерно, не больше 1550, примерно одинаково. А
А что касается ядерных боезарядов, то, значит, дело обстоит следующим образом. Путин дал распоряжение Министерству обороны и другим причастным ведомствам быть готовыми к возобновлению ядерных испытаний. Правда, он тоже сказал, что первыми Россия не будет их испытывать. Вот если США испытают, тогда, значит, Россия на это дело пойдет. Ну, во-первых, сейчас существует режим всеобщего запрета на ядерные испытания в любой сфере. Американцы, да, Путин сказал, что из Америки поступают указания или информация, или заявление о том, что американцы собираются возобновить. Это ложь, как большинство того, что наградил сегодня Путин в своем выступлении, потому что никто из американских официальных лиц об этом не говорил. Об этом говорили мы с вами, но мы с вами лица неофициальные, хотя и вещаем из Вашингтона. Так вот, значит, это очередной блеф, это опять мультик, это опять из серии, ну то есть так, я вам не покажу свое чудо-оружие, не пущу ваших инспекторов, там, где наши самые страшные ядерные силы. Но если что, то мы возобновим их испытания. А вот вопрос, как они будут это делать, и нарушат ли они договор о всеобщем испытании ядерных испытаний, то есть всеобщем запрете ядерных испытаний, это большой вопрос, потому что тогда вся мировая общественность на них обрушится, включая Китай и Индию. То есть опять это очередной мультик, это даже не понты уже, это жесты какого-то отчаяния, полного отчаяния, взорвавшегося, загнавшегося в угол ничтожества. Ну и достаточно было посмотреть на лица присутствующих, такое впечатление, что они все сидели там, все, что они присутствуют на похоронах. Назвать выступление вдохновляющим или что она отвечает на насущные вопросы граждан Российской Федерации, это никак нельзя. Это вот речь Шарикова, который, несмотря ни на что, он продолжает бубнить свое, что все вокруг виноваты, а он чистый и пушистый. Надо сказать, что после этого, вскоре после этого выступления МИД Российской Федерации был вызван посол Соединенных Штатов Лин Трейси, который МИД РФ сделал демарш. Демарш по поводу растущей вовлеченности Соединенных Штатов в войну в Украине против Российской Федерации, которая выражается в поставке, в растущих поставках оружия и присутствии американских и других натовских военнослужащих. Какое отношение имеет Российская Федерация к тому, что происходит на территории Украины, это вопрос 10, конечно, да? Как они могут вообще заявлять протест против того, что делает суверенная страна Соединенные Штаты Америки по согласованию с суверенной страной Украиной на территории последней? Это вот вопрос, а каким образом вы там оказались, вы, Мордор, на территории Украины? И какое вы отношение имеете к тому, что там делают Соединенные Штаты и Украина? Ну да ладно, значит, потребовали у Америки свернуть поставки оружия, вывести его обратно и вывести персонал американский и другой натовский. Должен вам сказать, что сейчас в Вашингтоне нарастают противоположные тенденции. Вот сегодня я прослушал выступление по CNN одного американского бригадного генерала, который высказался на фоне визита или по результатам визита Байдена в Киев, высказался, как и практически все остальные высокопоставленные, настоящие, бывшие американские генералы, высказался за поставку в практически неограниченных количествах
самых современных видов вооружений, включая Атакамс и F-16 и все такого прочего, и дальнобойных дронов типа Grey Eagle. И при этом он, значит, также высказался за то, чтобы Пентагон начал посылать туда контрактников, то есть американских волонтеров, представителей американских ЧВК или просто контрактников независимых. По его словам, сейчас в Украине присутствует около 800 контрактников по линии Госдепартамента. Это не военные. Он сказал, что пора то же самое сделать по линии военных, которые должны решить острейшие вопросы. По его мнению, вернее, по его информации, сейчас примерно половина всей той техники, тяжелой особенно, которую Америка уже поставила, эта половина фактически не находится в бою. Она находится в ремонте или профилактическом обслуживании. 50%. Это, говорит он, чудовищная цифра, просто чудовищная. Происходит это потому, что не успели подготовить нужным образом, в нужном количестве местный украинский обслуживающий персонал. И так делать нельзя. Какой смысл требовать сотни там пушек, танков и так далее, когда из этих сотен потом тут же через несколько недель половина отсеивается, уходит в Польшу или в Румынию на ремонт. То есть нужны эти контрактники, нужны запасные части, и нужно налаживать эту инфраструктуру на территории Украины. То есть нужны контрактники по линии Пентагона. Кстати, эти же контрактники могли бы наблюдать по поручению генеральных инспекторов, в частности Пентагона, за тем, как поступает американская военная помощь, доходит ли она до конкретных бойцов на конкретных участках фронта. А затем, через некоторое время, после того, как вызвали американского посла, после того, как выступил Путин, затем вызвали американского посла, в Варшаве выступил президент Байден. Это было другое выступление. Значит, мое общее впечатление. Вот знаете, в Америке очень распространены так называемые inspirational speeches. То есть это речи, выступления, которые вдохновляют, вдохновляющие выступления. Это искусство. Ему обучают в американских колледжах. И люди, которые серьезно к этому относятся, они обычно преуспевают в профессиональной жизни и особенно в политике. Американцы в этом деле поднаторели. Они это делают, но это как выступление одного актера. Если сравнить, как это сделал Джо Байден, который старше, значительно старше Путина, то это, с моей точки зрения, было небо и земля. Просто небо и земля. Такое впечатление, что в интеллектуальном плане Байден находится в значительно лучшей спортивной, если можно так сказать, интеллектуальной форме, нежели Путин. Что сказал Байден? Там не было чуши, как Путин городил в основном. Там не было выживания, извините за выражение, соплей, как это делал Путин, 1:45. Байден выступал 20 минут. Все по делу. Значит, что он сказал? По его словам, Путин потерпел и продолжает терпеть поражение. То есть все его первоначальные замыслы, с которыми он 24 февраля прошлого года вторгся в Украину, все они практически рухнули. Несколько тезисов. Путин – это автократ. С автократов нельзя умиротворять. Им нужно давать отпор. Единственное слово, которое они понимают, это «нет». Это дипломатически он сказал, Байден сказал. Мы с вами здесь, в нашем уютном кругу, в таких случаях говорили, что они понимают только кулак у носа. Фактически Байден сказал то же самое. То есть этот один тезис, он снимает все и всяческие вопросы, инсинуации по поводу того, что там ведется какая-то закулисная
возня по поводу того, чтобы организовать между собойчик, какие-то там темные переговоры с Путиным и умиротворить его путем отдачи ему каких-то украинских земель. Этот вопрос даже не заслуживает того, чтобы на него обращать внимание. Дальше. Путин, по словам Байдена, убедился, его большая ошибка была, он надеялся, что Запад будет разобщен, и это позволит ему достичь своих целей в Украине. Теперь, по словам Байдена, Путин убедился, что Запад един и силен. Единственное, на что надеется Путин, по словам Байдена, это на то, что со временем это единство и сплоченность ослабнут, люди, политики на Западе устанут, ну и Россия пересидит, переждет это. Так вот этого не случилось, как сказал Байден. Он затронул ту же тему, которую затронула Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции. И это чрезвычайно важный вопрос. Вопрос о том, что российское руководство во главе с Путиным за год, с 24 февраля прошлого года, совершили на территории Украины преступление против человечества. И за это они должны нести ответственность по полной программе. Там много было теплых слов сказано в адрес Украины. То есть в этой речи главная, что ли, аудитория этой речи, это была Украина. И европейская аудитория, которая отдавала должное героическому, мужественному народу и вооруженным силам Украины. В то же время много теплых слов было сказано в адрес Польши. Вообще, должен вам сказать, что вот этот визит в Польшу, выступление там Байдена, оно знаменует собой существенное изменение расстановки сил внутри Европы и внутри НАТО. За прошлый год Польша просто изменила кардинальным образом свой статус. Год назад Польша была страна, на которую обижались в Брюсселе, обижались в Соединенных Штатах Америки по поводу ее типа конфронтационной позиции по некоторым вопросам в отношении Брюсселя. Теперь все изменилось. Четкая позиция Польши в качестве фактически вместе с Великобританией главного европейского союзника Украины сделала Польшу ключевым союзником Соединенных Штатов в НАТО вместе с Великобританией. То есть сейчас Польша в связи по результатам этого года она стала наиболее влиятельным членом НАТО, который имеет больше веса, чем такие страны НАТО, как Германия, Франция. И она превратилась в одного из самых надежных союзников Соединенных Штатов на европейском континенте. После этого выступления Байдена он собирается встретиться с членами Бухарестской группы, это страны восточного фланга НАТО. И это тоже не случайно. То есть на наших глазах формируется новая конфигурация безопасности европейской и даже в какой-то степени мировой безопасности, которая будет делаться на перспективу. Байден дал этому процессу где-то, вот он сказал, что те решения, которые мы примем в течение ближайших 5 лет, они определят судьбу Европы и человечества на десятилетия, то есть до конца этого века. Он не сказал, о чем идет речь, какие решения, но я предполагаю, и мы с вами это обсуждали, и возросшая роль Польши, и намечающаяся отдельная, так сказать, встреча представителей Бухарестской группы,
Видимо, все дело идет к тому, что будет сформирован какой-то, может, он будет внутри НАТО блок, может, он будет рядом с НАТО, но это будет фактически форпост западного мира вдоль западных границ Украины, Российской Федерации, и участником которого, по идее, будет Украина. Значит, Байден опять-таки в своей концепции объяснил, что то, что сейчас происходит, это борьба двух миров. С одной стороны, это мир добра, как его назвал, мир порядка, основанного на праве, против мира хаоса, там, где царят авторитарные режимы. Он показал в количественном отношении, что представляет каждый из этих миров. При этом он сослался на октябрь прошлого года, голосование в Организации Объединенных Наций, где в поддержку Украины проголосовало 143 государства, а в поддержку России, то есть против Украины, проголосовало 4 государства. Вот вам, собственно говоря, и все. Поэтому месседж Байдена был такой Путину: не дождетесь, не устанем, не расколем, будем столько, сколько надо. Те решения, которые мы принимаем сейчас, это не сиюминутные, это не тактические, это на десятилетие, если не до конца этого века. И прослушав всего это, особенно вот этот тезис, что мы в течение 5 лет будем принимать эти решения, которые на десятилетие вперед, я, в общем, не могу не прийти к серьезному подозрению, а может быть даже к убежденности в том, что Байден идет на выборы 2024 года, выборы президента Соединенных Штатов Америки, и одной из главных его карт в ходе этих переговоров это будет мировая, вселенская, я бы сказал, проблема. То есть весь Запад практически в восторге, ну, за редким исключением. Там Орбан, я имею в виду Запад, да, государства западного мира. И даже республиканцы в Соединенных Штатах, я не имею в виду вот группировку МАГА, этих отмороженных. То есть все они говорят сейчас, что то, как Байден руководил процессом оказания помощи Украине, то есть все топ-нотч, все хорошо. То есть такое впечатление, что это должно стать коньком, одним из двух. То есть экономику никуда не денешь. С ней придется работать, и за нее придется отчитываться и показывать, что ты там сделал. Но вот эта агрессия России против Украины должна стать одним из центральных элементов предвыборной кампании Байдена. А из этого должна следовать вывод, что эта администрация и лично Байден не могут себе теперь позволить проиграть, вернее так, допустить, чтобы Украина проиграла эту войну. И это я считаю важным. Это один из важнейших выводов, который я сделал сегодня, прослушав выступление и Путина, и потом Байдена. Сегодня же, или вчера это было, ну то есть то ли последние часы, скажем так, состоялась в Москве встреча между секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Патрушевым и высшим, сказал бы, архитектором внешней политики Китая Ван И, бывшим министром иностранных дел, который сейчас комиссия по внешней политике ЦК Компартии Китая. До этого, как вы знаете, мы с вами это обсуждали, он выступил с речью на Мюнхенской конференции. Ну и тут же вопрос сейчас, так приедет ли товарищ Си, потому что Россия, Кремль, они все трубят, что товарищ Си обязательно приедет с государственным визитом, чтобы поддержать своего друга, товарища Пу. Там уже прямо из штанов выпрыгивают на всех этих помойках пропагандистских, кремлевских. И вот что я вам скажу.
несмотря на жаркие призывы российской стороны, типа «приди ко мне, я жить без тебя не могу», я имею в виду в адрес Си, несмотря на серьезное ухудшение в последнее время отношений между Соединенными Штатами и Китаем, Си Цзиньпин не торопится объявлять о своей готовности приехать в Москву. И это наблюдается в том, как вот в частности прошла встреча Ван И Патрушева. Накануне этой встречи, за день, в китайской газете, которая является, рупором, что ли, Компартии Китая, или ЦК Компартии Китая, Global Times, были опубликованы тезисы. Это даже были не тезисы, это была редакционная статья, что особо важно. То есть это фактически статья, отражающая мнение руководства Компартии Китая, в котором, там содержались всяческие колкости, выпады в адрес Соединенных Штатов в связи с этим инцидентом с Шаром, в адрес Тони Блинкена, который сделал соответствующие там заявления. И там же были высказаны взгляды или точка зрения на то, о чем будет говорить Ван И в Москве, и как будут выстраиваться дальше российско-китайские отношения. И вот тут-то, сейчас я вам покажу, существует серьезное противоречие. То есть, не то что противоречие, а иногда прямо противоположная позиция. Российская сторона по результатам встречи Патрушева отрапортовала, что Патрушев призвал к всяческому развитию двусторонних отношений, укреплению союзнического партнерства, потому что на Китай и на Россию напали американцы, напали натовцы. Теперь России и Китаю деваться некуда, они в одной лодке, и поэтому они должны сближаться дальше с тем, чтобы противостоять Америке и НАТО. Тезис номер один. И, во-вторых, тезис такой, что многие страны третьего мира, развивающиеся страны, тоже страдают от вот этой ужасной политики Америки и НАТО. В том, что они развязали войну на Украине, а это привело к проблемам с продовольствием, от этого страдают бедные страны, а Китай с Россией должны объединиться для того, чтобы помочь этим странам. То есть Китай не только должен прийти на помощь России, чтобы спасти ее сейчас от разгрома на полях Украины, но Китай и Россия должны объединиться для того, чтобы защитить бедные страны третьего мира от ужасных Америки и НАТО. А вот что говорилось за день до этого в редакционной статье Global Times, повторяю, которая является рупором ЦК Компартии Китая. Отмечая затрагивая предстоящие переговоры Ван И в Москве, в статье говорится, что двусторонние отношения между Пекином и Москвой основываются на отказе от союза. То есть они сотрудничают с собой. Это партнерство двух сторон. Но это не союз, направленный против кого-то. Это не конфронтационный союз, это не конфронтационное партнерство. Он не направлен ни против какого-то государства, даже тех же Соединенных Штатов, ни против какой-то группы государств, в частности НАТО. То есть, вы чувствуете, совершенно разная концепция. Если Москва пытается втянуть Пекин в союз, по сути, конфронтационный по отношению к США и к Европе, то Китай говорит, что цель совсем другая. И вот в этом-то и заключается это противоречие. И противоречие это кардинальное, потому что Путин, он хочет продемонстрировать, использовать этот визит в своих пропагандистских целях, как курс Китая
на конфронтацию с Западом. Китаю это не нужно. Китай неоднократно, вот как говорится в этой же редакционной статье, Китай неоднократно подчеркивал, что необходимо избегать конфронтации великих держав. И вот вам два разных подхода. То, что рассказал Патрушев, к чему он призвал в Москве Ван И, и то, что за день до этого было изложено в редакционной статье рупора ЦК Компартии Китая. То ли товарищ Патрушев не услышал, что странно, потому что в отличие от Путина он более интеллектуальный, скажем так, более профессиональный человек, чем Путин, и ему должны были доложить не только то, что ему нравится и хочется, а то, что произошло на самом деле. То ли это от отчаяния, то есть там это мольба просто из Кремля, из Москвы доносится в Пекин: приедьте, я на все согласна, типа, только приезжай. То ли это товарищ Пу дал однозначное указание Патрушеву, чтобы он вот именно такой поход продемонстрировал. Но Китай давно уже демонстрирует, что на него трудно давить, даже Америке. А чтобы какой-то там Путин, который фактически сейчас полностью зависит от Китая, и Китай там одним росчерком, одним решением прекратить экономические связи с Москвой может удавить просто всю экономику России, вряд ли Китай начнет подыгрывать Путину. Тем более, что Китай собирается в ближайшие, может быть, еще даже на этой неделе, выступить со своим планом урегулирования то, что они называют конфликтом, на самом деле агрессивной российской авантюре в Украине. И они назвали эти принципы уже: это суверенитет Украины, затем территориальная целостность, то есть пожалуйте вон, это месседж Путину: пожалуйте вон с украинской временно оккупированной территории. Соблюдение норм международного права, принцип недопущения агрессии и так далее. Ну и там единственное, то, что можно более-менее толковать в адрес, вернее, плюс Москве, это что должна быть создана такая система безопасности коллективной, которая учитывала бы интересы всех сторон. Ну, вот эти нытье России по поводу того, что НАТО уже на пороге и так далее. Вот. То есть 3 плюс 3 пункта в пользу Украины, 1, ну, будем считать, в пользу России. Но это никак не та позиция, с которой Китай выступал с самого начала, когда он во всем обвинял западный империализм за то, что он там спровоцировал в Москву на вторжение в Украину. Вопрос теперь, значит, окей, допустим, Кремлю не удастся втянуть Пекин в такой союз конфронтационный против США и НАТО. А как насчет оказания военной помощи? Должен вам сказать так, я не знаю, с какой целью Тони Блинкен это сказал. То есть ему Блинкен после своей встречи с Ван И в своем интервью, он не говорил, что ему прямо об этом сказал Ван И, что мы будем поставлять эту помощь. Блинкену показалось, он пришел к выводу. Но на это последовало несколько, в том числе в этой редакционной статье, а это официальный документ, на который всегда можно теперь ссылаться, и если что не так, всегда можно говорить: вы лгали, вот что вы обещали, а вот что вы делаете. То есть теперь китайцы резко, я бы даже сказал, и однозначно сказали, что мы не собираемся оказывать эту военную помощь. Я посмотрел статьи в американских СМИ, в китайских СМИ по поводу того, как развиваются экономические отношения между двумя странами. И вот что получается. Да,
За прошедший год товарооборот между двумя странами увеличился примерно на 30%. Но из чего он состоит? Примерно на 48% увеличился импорт из России в Китай, а это энергоносители, как мы понимаем, да? И лишь на 12,5% увеличился экспорт китайских товаров в Россию. Кто экспортирует из Китая в Россию? В основном это мелкие и средние предприятия. Я читал одну статью, где там один из предпринимателей описывает, как он рванул в Россию, западные же компании уходят, места освобождаются, китайцам надо заполнять этот вакуум, китайцы туда рванули. И вот один рассказывает судьбу, которая считается типичной. Он приехал, хотел продать свои пуховики. В России холодно, он приехал с пуховиками, и ему удалось продать всего-навсего там то ли 5, то ли 10% из того, что он планировал, потому что все остальное уже занято вьетнамцами. Вот оказалось, какой страшный конкурент. И все остальное, то есть другие страны, прежде всего Вьетнам, быстрее, чем китайцы, заполнили все эти ниши и продолжают заполнять. Да, Китай в автомобильной промышленности и в обслуживании автомобилей китайцы пока продвигаются достаточно, мощно. Но в основном сотрудничество идет на уровне мелких и средних предприятий, государственные предприятия, банки и тем более компании, которые могли бы поставлять военную продукцию, в этом деле замечены пока не были. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому я считаю, что несмотря на вот это обострение американо-китайских отношений, вызванное полетом этого шарика, китайцы проявляют в целом взвешенный, осторожный подход. Они не готовы идти на конфронтацию с Соединенными Штатами Америки, поэтому вряд ли они пойдут на тот союз с Москвой, которого Москва так добивается. Ну и до сих пор, я вам должен сказать, разговоры о том, что Си Цзиньпин приедет в Москву, они идут только со стороны Российской Федерации. С китайской стороны пока не было никаких официальных заявлений о том, что этот визит планируется. И по результатам визита Ван И не было, я посмотрел, во всяком случае, вот, в официальных китайских официозах, никакого указания на то, что вообще обсуждал Ван И предстоящий визит Си Цзиньпина и что он вообще состоится. Вот, дорогие друзья, на этом позвольте закончить сегодняшнее видео. У нас есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее. Слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Мордор будет так же разрушен, как когда-то Карфаген. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества, твердой веры в нашу победу. До новых скорых встреч!